Всем привет! Сегодня вторник, а значит, я отвечаю на вопросы подписчиков. Я продолжаю отвечать на вопрос о том, как устроен наш быт в походе. И сегодня мы поговорим, как сделать лагерь на природе. Поехали! Устройство лагеря у нас начинается с поиска места для палатки и места для костра. Палатку мы ставим на ровном месте, достаточно далеко от воды, чтобы ночью не было холодно, и далеко от костра. Но ширина всего лагеря у нас не превышает нескольких метров. Мы ставим палатку, ищем дрова и разводим костер. Как правило, мы сразу достаем продукты и стараемся приготовить то, что может испортиться. У нас есть сумка-холодильник. Если туда положить что-то холодное, например, бутылку с холодной водой, то это поможет сохранить продукты свежими. Большую часть вещей на ночь мы оставляем в палатке в предбаннике. Но часть вещей, например, дрова, мы можем оставить на улице, накрыв их полиэтиленом и придавив камнями. При заготовке дров нам помогают топорик и двуручная пила. Вы могли видеть этих помощников в моем видео про поездку в Карелию. Такая пила гораздо удобнее и легче топорика. В качестве розжига мы используем мелкие сухие еловые ветки. В плохую погоду можно использовать сухое горючее. Это вот такие маленькие таблетки. Их можно поставить на несгораемую поверхность и просто использовать в качестве грелки. Мы берем с собой питьевую воду, но для приготовления чего-либо мы используем воду из реки или озера. Перед кипячением мы очищаем воду вот таким средством. Для применения достаточно смешать несколько капель из одного бутылька и из другого. Перемешать, подождать и вылить воду. Уже через 30 минут вода будет полностью очищена, она даже не нуждается в кипячении, но мы ее все-таки кипятим. Чтобы удобнее расположиться, мы используем сидушки или пенки. На пенках очень удобно растянуться и позагорать. Ну и, конечно, они незаменимы в качестве теплоизоляции в палатке. От комаров и клещей мы используем разные аэрозоли. От клещей мы стараемся надевать плотную одежду и заправляем штаны в носки. А вот от комаров нас также спасают вот такие спиральки. Достаточно поджечь несколько таких штук и расставить по территории лагеря. Из гигиенических принадлежностей мы берем с собой зубные щетки, зубную пасту, антибактериальный гель и влажные салфетки. Ну а также все, без чего вы не можете обойтись. Лекарства, линзы. Я, например, всегда беру с собой увлажняющий крем. Фонарик вы тоже могли видеть в моем видео про Карелию. Как правило, мы берем с собой 2 фонарика и запасные батарейки. Для своего и чужого мусора мы обязательно берем с собой мусорный пакет. Удочки и все сопутствующее мы храним в специальном футляре. Он всегда наготове. Нам всего лишь нужно запастись свежим червем и кукурузой. Весь отдых на природе у нас довольно размеренный. Мы можем готовить на костре, рыбачить, загорать, купаться, просто отдыхать, гулять по лесу, собирать грибы, обедать, фотографироваться. У нас нет определенных правил и разделения обязанностей. Мы можем делать, что хочется в данный конкретный момент. Мне, например, любое занятие на природе доставляет удовольствие. Даже просто сидеть вместе и смотреть на огонь. Если вам интересно, что можно приготовить на природе и взять с собой из еды, то посмотрите предыдущее видео из этой серии. Свои вопросы вы можете задавать в комментариях или мне в Instagram. Напоминаю, что вопросы могут быть абсолютно любыми. Путешествуйте и ищите радость в своей жизни. С вами была Любава. Всем пока!